Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание цифрам и поговорим о том, какие цифры приносят богатство, а какие нет. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много полезной, важной и нужной информации для себя. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Помните о том, что все цифры имеют свое магическое значение и характер. И влияние той или иной купюры в нашем кошельке может как усиливать денежный поток, так и, к сожалению, его отталкивать. Конечно, вы прямо сейчас можете задать вопрос, а какие же купюры лучше носить в своем кошельке, а какие складывать в банк, или какие купюры лучше всего потратить сразу, потому что они не несут никаких энергетических денежных потоков. Итак, давайте начнем. Цифры 0 и 1, запомните раз и навсегда, являются пустыми, и они не способны увеличивать уровень благосостояния. Более того, банкноты номиналом в 100 рублей, 1000 рублей, которые хранятся в копилке, могут, к сожалению, оказать отрицательное влияние на привлечение финансовых потоков. Если мы говорим о цифре 2, то она обладает отрицательной энергетикой, сокращая доход вдвое и как магнит притягивая бедность. Поэтому для того, чтобы избежать нехватки денежных средств, не следует в своем кошельке носить купюры номиналом в 200 рублей и 2000 рублей. Если вы живете не в России, живете в другой стране, то посмотрите, используются ли у вас купюры с номиналом 200 или, например, 2000, возможно, 20. Также обращаем ваше внимание, что если у вас эти купюры есть в кошельке, например, 200, 2000 и так далее, то в этом случае, в любом случае, если вам дают зарплату, рассчитываются с вами, дают сдачу, вы эти денежки принимаете, кладете в кошелек, но при первой возможности обязательно ними рассчитывайтесь. Или как вариант, зайдите в банк и поменяйте на купюры другого номинала. Далее цифра 3. И цифра 3, она оказывает благоприятное воздействие на привлечение денег. Однако суммы в 3000, в 30 тысяч, в 300 тысяч рублей нельзя хранить дома или в банке. Деньги всегда должны находиться в движении. Например, вы можете вложить деньги в бизнес в размере 30 тысяч, чего-то там, или 3000. Если у вас хранятся деньги дома или в банке, то тогда используйте не 30 тысяч, а, например, 29 500 или 30 500 или 30 тысяч с копейками. Но никогда именно эти цифры не используйте в своей жизни. Далее цифра 4. И цифра 4 считается одной из самых сильных цифр. И эта цифра является символом стабильности и надежности. Если сумму в 4000 или в 40 тысяч, например, рублей положить на счет или разложить дома в 4 разных местах, то вы сможете таким образом приумножить приток финансов сразу из нескольких источников. При этом эти будут источники, которые вам на данный момент просто неизвестны. Доверьтесь Вселенной и увидите, какие сюрпризы она вам приготовит. Далее цифра 5. И цифра 5 является мощным талисманом для привлечения денег. Даже есть такое поверье,
что во избежание нужды рекомендуется тратить суммы в 500 или 5000 рублей на отдых, развлечения, поездки, а также давать в долг именно такими купюрами. Далее циферка 6. И цифра 6, она гарантирует определенность и помогает стабилизировать финансовое положение, хотя и без существенного прироста капитала. Хранение сумм в 6 тысяч или 60 тысяч рублей позволяет сохранить баланс между расходами и доходами. Обращайте внимание на эти цифры. Далее цифра 7. И цифра 7 считается самой невезучей и даже опасной, потому что она способна вовлечь в сомнительные авантюры, которые оборачиваются крупными финансовыми потерями. Не стоит одалживать, хранить или вкладывать в какой-либо проект суммы в 700, в 7 тысяч или 70 тысяч рублей. Далее поговорим о цифре 8. Друзья, цифра 8 считается самой сильной и успешной цифрой. Именно эта цифра позволяет делать деньги практически из воздуха. Да, именно из воздуха. Например, для ощутимого притока финансов мы советуем открывать вклады, например, на сумму 8 тысяч или 80 тысяч рублей. Помните о том, что цифру 8 вы можете проводить как практику со знаком бесконечности. И это также будет привлекать быстрые деньги в вашу жизнь. Далее цифра 9. Именно цифра 9, она не поможет в обогащении, но внесет свою лепту в духовное развитие человека и поспособствует его личному росту. Поэтому суммы, равные в 900 или 9000 рублей, уместно всегда тратить на приобретение предметов искусства или, как вариант, тратить на полезные семинары по расширению кругозора, тратить на какие-то определенные тренинги. Обращайте, пожалуйста, внимание на эти цифры. Итак, друзья, подводя итог, можно сказать, что в нашей жизни есть определенные цифры, которые могут нам как помочь в жизни, так и, к сожалению, наоборот, не приумножить, а наоборот сократить наши доходы. Поэтому, пожалуйста, всегда перед тем, как что-либо делать, узнайте побольше информации, как минимум в интернете. После этого все взвесьте за и против и обязательно примите самое верное и правильное решение для себя.